Как ты думаешь, этого хватит? Ого, да тут как на убой. Ма, слушай, ну ты же не Нобелевскую премию получила. Обычная поляна за пенсию. Ну, Что делать? Марусь, мы едем, нет? Да. Еще потом надо на станцию заскочить. Хорошо. Доброе утро, мама. мой родной. Поздравляю. Тебя с официальным выходом на пенсию. Спасибо, Васенька. Сядь, поешь нормально. Там салатики, котлетки, пожалуйста. Я не могу, я спешу, у меня встреча с МВФ. Вась, мне сегодня делать в проворот, так что оплата коммуналки на тебе. Пап, какая коммуналка? Я же сказал, у меня встреча с МВФ. Не знаю, во сколько Ну, закончится. понятно, у тебя МВФ, а у меня фигня собачья. Сыночек, возьми котлетки с собой, угостишь МВФ. Ага, сейчас. Они нам во, и мы им во, правильно? Я слышала, что в Ровенской области этого янтаря полно. А может, мне добычей заняться? Даже не начинай эту тему. Ой, ну и ладно. На что мне этот янтарь? Был он в Полтавской области нефть добывать. Или газ в Ужгороде. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть, достоинство и честь, и даже крики «Браво!». Персональный самолет мне выделил народ, а что, имею право на животу. Вот тут набью тату, слуга народа. Я поздравлять господина Колобородька с вступлением на должность президента Украины и выражать удовлетворенность демократическими процессами, которые идут в стране. Спасибо. А я благодарен за поздравление мисс Расмуссен. В то же время, как глава МВФ, я глубоко обеспокоена невыполнением достигнутых договоренностей. Честно говоря, я человек новый, не совсем понимаю, о каких конкретно договоренностях идет речь. Речь идет о кредите МВФ. Первый транш, который 5 миллиардов долларов, вы уже получили, можно так сказать, под честное слово. При этом обещать проводить реформы, которые не провели. Поэтому я вынуждена поставить ультиматум. Либо в течение месяца проводить реформы, либо вернуть деньги. В крайнем случае вам грозят международные экономические санкции. Зухвала варяжка в промовах до князя. Таких люблю. А я тобі казав, що в мене жінка з варягів. Ярослав Владимирович, я историк, я в курсе. Ти послухай пораду, одружуйся з нею. Жениться на ней? Да что это глупость? Глупость було гроші в борг брати. Борг – це початок рабства, а весілля – це придане. Землі, срібло, злато. Я понимаю, но она не в моем вкусе. От ти не про себе дбай, ти про державу дбай. Глянь на неї, яка пишна краля. Та вона тобі народить повну хату діточок. Ярослав Владимирович, при чем здесь дети? У меня есть уже сын. От ти його з нею одружи. Он несовершеннолетний. Хай вона його виховує, та одружи з нею, кого не шкода. Кого? І я родичався з усією Європою. І не я, а мені несли данину. Поважали мене. О, слухай, Василю, а у вас в ваші часи ще накіл саджають? Боюсь, что Европа не одобрит.
А я ніколи у Європі і не питав, кого мені садити Меркель. Юрий Иванович, вы же воспитанный человек. В знак глубокого уважения предлагать вам, Василий Петрович, подумать и сообщить решение за ужин. Я надеюсь, это будет правильное решение. Да. Юрий Иванович, вы куда? Много работы. Да? Не хотите ничего мне объяснить? В смысле? В смысле, я сидел, краснел, чувствовал себя полным идиотом. Почему вы меня не предупредили? Ну, вы никогда не спрашивали, я думаю, вам не интересно. Юрий Иванович, мне очень интересно, очень интересно. На что ваше правительство потратило 5 миллиардов, которые нам теперь нужно отдавать? Можно вас? Да? Василий Петрович, а вы быстро схватываете. Правильно. Все валите на попередников. Согласитесь, это удобно. А вы считаете это смешно? Я, упаси вас Господь, просто мы занимали деньги, чтобы вернуть кредиты предшественников, которые занимали деньги, чтобы вернуть кредиты своих предшественников, которые в свою Юрий Иванович, очередь... достаточно. Мне понятен этот алгоритм абсолютно. Мы так поступать не будем. Мы сразу вернем первый транш. Ясно? Готовьте указ. Какой указ, позвольте узнать? Указ. Заставите бюджетников сдать зарплаты за апрель-май или потребуем пенсионеров вернуть пенсии? Юрий Иванович, ну это просто смешно. Можно подумать, что вы все деньги потратили на зарплаты и пенсии. Очень обидные вещи говорите, Василий Петрович. Обидно, Очень не обидно, Юрий Иванович, все просто. Нет денег, проводите реформу. Повысим пенсионный возраст, поднимем коммунальные тарифы, и все сразу в один месяц вместо года. Верно, все сразу за один месяц, вместо года. Желаю удачи. Надеюсь, у вас есть знакомые патриотично настроенные пограничники. Хорошо, что вы предлагаете? Василий Петрович, я думаю, не стоит выдумать велосипед. Берем кредит у Евросоюза и погашаем первый транш МВФ. Допустим, как потом вернуть деньги Евросоюзу? Занимаем деньги у США. А как мы вернем потом деньги США? Василий Петрович, не обижайтесь, но вы прям как маленький. Ключевое слово здесь – потом. Пусть потом над этим ломают голову ваши преемники. Но я думаю, они тоже возьмут кредит у Евросоюза. Понимаете, это такое наше национальное ноу-хау, вечный двигатель долгов в экономике. Да, но понимаете, такими шагами нас с вами скоро ждет дефолт. Это замечательно. Дефолт – это наша национальная мечта. Раньше приближали коммунизм, а сейчас дефолт. Василий Петрович, в случае дефолта нам вообще спишут все долги. Я в курсе. Но зато потом нам никогда больше ничего не дадут. А потом и не надо. Хорошего дня вам. Это одно из 3 хранилищ НБУ. 5 комнат, оснащенных современными сейфами фирмы DeBolt. Стены толщиной 50 сантиметров из железобетона. Если кому-то и взбредет в голову сломать стену, у него уйдет на это 20 часов. Столько информации. Вы каждый день сюда экскурсии водите? Ну, конечно, это же моя жизнь, я этим живу, этим дышу. Шучу, конечно. Вожу каждого нового главу НБУ. Но, признаться, такой очаровательный экскурсант у меня впервые. Прошу. Я надеюсь, там настоящее золото, а не керамическое, как в Одесском хранилище, да? Ольга Юрьевна, когда это было? Полгода назад. Ну, это же до вас. А, ну да. Серега! Серега! Серега, да я открывай дверь. Простите. А Сергей дома? Кто? Ну, Сергей, он хозяин вот этого всего. Проходите, Спасибо. пожалуйста. Простите, что я так не вовремя. Простите, пожалуйста, а можно селфи? Это прилично? Так. Улыбайтесь. Класс. Ой, а может быть, вы кофе хотите? Если можно, да. И Сергею Викторовичу, я думаю, двойной не помешает. Только я сначала в душ схожу. Да, нет проблем. Да. Вот это прикол. Вообще. Да. Вы очень-очень классный. Взаимно, спасибо.
Серег. Серег, вставай. Сергей Викторович. Толстый. Поднимайся. Так, ладно. Опа, опа. Сережа. Ну, котику нужен тайм-аут, не сейчас. Котику нужен тайм-аут? Котик устал. Котик нажрался. Я выпил немножко. Котик алкаш. Рита, а что ты так хрипишь? Ух ты, ё-моё, Вася, ты что тут делаешь? А я шел, прогуливался. Думаю, дай зайду к котику. Может быть, кушать хочет, занесу вискас. Все-таки котик важный человек, министр иностранных дел. Чего ж котик не ходит на встречи-то, а? А который час? А рано еще, 2 часа дня. Сколько? 2 часа. Что ты так поздно пришел? Занимаешься непонятно чем. Что сразу непонятно чем? А я могу ответить тебе на этот вопрос. Сергей Викторович, вы министр иностранных дел. У нас встреча с Международным валютным фондом. А ты валяешься в постели с какой-то блондой. Что ты орешь, придурок? Я придурок. А ты лицо нашей страны на международной арене. Хватит бухать, котик. Собирайся. Я, между прочим, и решал проблемы нашей страны на международной арене. Только не лицом, а... Мне ясно, чем. Так. И вы говорите, что в Киеве 3 таких хранилища, да? Да. А сколько всего по Украине их? 26. 26. Золотовалютный запас составляет 18 миллиардов долларов. Ясно. А сколько конкретно в этой комнате? Здесь всего-навсего 7 тонн 125 килограмм золота, 2 миллиарда 725 миллионов 142 тысячи долларов и 1 миллиард 447 миллионов 238 тысяч евро. Удивительно. Такая точность. Вы что, знаете все до копейки? А вы сомневаетесь? Нет. Гордитесь. Вам удалось впечатлить начальницу. А это было несложно. Здесь все написано. Очень профессионально, Дмитрий Васильевич. Спасибо. Ну-ну. Что вы замолчали? Таблички закончились, да? Нет. Просто все остальное вы знаете, а если не знаете, то, по крайней мере, догадываетесь, что, к примеру, в США золотовалютный запас составляет 7 тысяч сколько? Правильно, 133 тонны. Да. На втором месте кто? Правильно, Германия, ну и так дальше. Германия. А можно ближе к Украине? Конечно. На вас очень красивое платье. Дмитрий Васильевич, я прошу вас, пожалуйста, перестаньте. Если ближе к Украине, то нам придется опуститься на 51 ступеньку ниже. Между прочим, это Блонда, глава департамента молодежи и спорта Прибалтики. Да, конечно. Всего мира, я думаю. Я похож на идиота, Серега. Что это такое? Интересно. Рита. Уникально у нас, ничего себе. Сразу не скажешь. Ну, конечно, не скажешь. Немножко помятая, не выспавшаяся. Как-никак 3 раунда переговоров было. Да ладно, не заливать. Ты в молодости максимум 2 совещания выдерживал. Ну, заткнись, слушай. Зато мы пришли к общему консенсусу. Теперь наши молодые одаренные спортсмены будут отдыхать в Юрмале месяц. Может, и 2, я не помню, о чем мы там договорились вчера. Вообще-то полгода, да? Полгода. Круто. Что ты улыбаешься? Собирайся, Родина ждет. Родина не может потерпеть 10 минут, я в туалет сгоняю. Но если ты терпеть не можешь, Родина потерпит. Спасибо, Родина. Давай. Я тебя тоже не забуду. А вам с сахаром? А вы замужем? Ася! Я говорю, с сахаром мне кофе. С сахаром. Хотите подержать? Не знаю. Попробуйте. Можно? Конечно. Это же наше золото. Тяжелая, да? Ух ты. 12,5 килограмм. Ага. Вы сейчас держите в руках 650 тысяч долларов. Ясно. Как ощущение? Да не знаю. Для меня это всего лишь цифры. А у вас, я смотрю, как-то изменился взгляд. Глаза зажглись, как у Кощея, Дмитрий Васильевич. Что нравится вам, да? Наивно. Люблю. Люблю. Знаете, тут какая-то особая аура. Да? Да. Помните, как у Пушкина? Что у Пушкина? Зажгу свечу над каждым сундуком, и все их отопру, и стану сам среди них
глядеть на блещущие груды. Я царствую. Какой волшебный блеск. Браво, браво, Дмитрий Васильевич. Вы, наверное, выбрали не ту профессию. Нет, вы знаете, актерская профессия меня никогда не впечатляла. Я в детстве вообще мечтал работать в цирке жонглером. Что случилось? А что случилось? Что происходит? Ничего. Вы что, с ума сошли? Может быть, это реакция на платье, Какое платье? Вы вообще что себе позволяете? Дайте мне Не пройти. подходите ко мне, я вас сейчас опять поцелую. Что? Ольга Юрьевна. Послушайте, Дмитрий Может быть, это Васильевич, платье? если я в разводе, это не значит, что я в активном поиске, понятно? Я хочу выйти отсюда. Откройте мне дверь. Хорошо, я открываю дверь. Ольга Юрьевна, а дверь не открывается. Что значит не открывается? Вы что? Откройте мне дверь, я прошу вас, немедленно. Ольга, не надо нервничать. Она захлопнулась. Прекрасно. Звоните начальнику охраны. Да, нужно позвонить начальнику охраны. Здесь же нет связи, Ольга Юрьевна. Что? Здесь нет связи. Как это нет связи? Ну, вот так. Вы что, издеваетесь? Нет связи и дверь закрыта. И что теперь делать? Ну, я не знаю, что делать. Камеры есть здесь? Камер тут нет, потому что это новый склад, и их еще не успели установить. Прекрасно. Класс. Вот так, Слушайте, Ольга Юрьевна. вы что, издеваетесь надо мной, а? Я нет. Давайте звать на помощь. Эй! Эй! Кто-нибудь, ау! Вы слышите нас? Выпустите! Ольга Юрьевна, Ау! нас никто не услышит здесь. Можно не орать, потому что здесь 50 сантиметров железобетона. Даже если я вас буду здесь насиловать в извращенной форме, то зачем я это сказал? Послушайте, Дмитрий Васильевич, остудите пыл своих эротических фантазий. Вам ясно? Подумайте лучше, как мы отсюда выберемся. Сюда же кто-нибудь когда-нибудь должен войти. Не надо нервничать. Сюда периодически заходят люди. Как часто это периодически происходит? А каждый раз, как только пополняют золотовалютный резерв страны. Правда, это последний раз было, по-моему, в 2007-м. Ольга Юрьевна, шутка. Завтра утром будет пересменка, и нас выпустят. Какой вы неприятный человек, Дмитрий Васильевич. Ах, Ольга Юрьевна, сам себе удивляюсь. Фух. Бро, башка не варит совершенно. С чего бы это? На погоду? Слушай, хватит издеваться, ну. Так, Вась, давай еще раз. Давай. Ты решил проводить реформы. Это я понял. Так. Потому что деньги мы отдать не можем. Увы. Это я тоже понял. Ну, а что ты не понял? Я не понял, при чем здесь я, Вась. Сереж, давай еще раз, чтобы ты понял. Итак, глава МВФ кто? Кто? Женщина. Ты у нас кто? Кто? Бабник. Коллекционер. Я собираю женщин разных профессий. Понятно. Послушай, нумизмат, тебе нужно просто очаровать женщину. Все. Так же, как ту болтейку? Нет, тубалтейц. Так не нужно. Просто посиди с ней, поговори. Что-то расскажи интересное. Ты умеешь. Выпей вина. Но дальше как пойдет. Главное, добейся отсрочки. Полгода. Лучше год, конечно. Мне кажется, ты меня используешь. Мне кажется, тоже. Она хоть симпатичная? Очень. Господин президент. Которая из них? Хотя, какая тут разница? Добрый день. Добрый. Вы говорите, что будете не один. Я тоже решил взять подруга. Матильда Ольсен, глава банка ЕБРР. Матильда. Матильда. Василий Петрович. Матильда. Сережа. Хельга. Василий Петрович. Хельга. Хельга. Ага. Ну, пожалуйста. Прошу. Тут вы сидите. Да, пожалуйста, аккуратно. А мы, Да, а мы здесь. Да?
Желаете что-нибудь на аперитив? Немножко белого. Красного. А вам? Водки. Ольга Юрьевна, вам удобно? Ну так. Я могу постелить вам доллар и укрыть евро. Все шутите, Дмитрий Васильевич? Похвально. Кстати, вы меня обманули насчет мыши, которая якобы здесь повесилась. А жаль. Я бы ее сейчас с удовольствием съела. Есть хотите? Очень. Смешная ситуация. Денег тонны, а купить нечего. Ну, зато... Ого. Пьете на рабочем месте? Исключительно во внерабочее время и исключительно хороший виски. А ваш муж, ну, в смысле, бывший муж, он как, пьющий? Вася? Василий Петрович? Да нет, что вы. Вообще никогда. Капли в рот не берет. Завидую. Вот это сила воли. Алло, Серега, ты где? Я где? Я здесь. Это ты где? Ты что, дрыхнешь, что ли? Я? Нет, я еду. Я рядом. Пробки, тянучка просто. Что ты мне чешешь? Давай быстрее, тебя с 11 группа ждет. Какая группа? Ты что, вообще ничего не помнишь? Мы же вчера с тобой договорились обращение записать. Обращение к кому? Стране. Какой стране? К Зимбабве. Давай быстрее, в администрацию, тебя люди ждут. Последний вопрос. Почему я? Да потому что ты алкаш. Президент этой страны. Потому что тебя, запойного, народ выбрал. Он уже подъезжает. С минуты на минуту будет.